Кот, который уступает по размерам своим соседям, но это компенсируется скрытностью, невероятными рефлексами и удивительно длинными и высокими прыжками, что позволяет достать самую бдительную добычу. Кроме того, этот охотник способен бросить вызов даже ядовитым змеям. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – неутомимый сервал. Сервалы встречаются почти на всей территории Африки. Взрослые животные длиной чуть более метра могут весить около 15 килограмм, но на фоне других обитателей саванны эти показатели нельзя назвать выдающимися. Травянистые равнины становятся главным союзником этого одиночки. Учитывая размеры, сервал не может навредить крупным копытным, но он представляет опасность для их детенышей, поэтому взрослые стараются не упускать кота из вида. Тем не менее, многие видят в нем уменьшенную копию больших кошек и спешат покинуть общество незваного гостя. Однако этот кот не лучший спринтер, хотя он и выделяется своими необычными ногами, которые являются самыми длинными среди кошачьих по отношению к размерам тела. За счет этого зверь получает более выгодную точку обзора, что особенно актуально в густой растительности. Однако в высокой траве нельзя полагаться только на зрение, поэтому сервал часто бросается в атаку, опираясь лишь на слух, и до последнего не знает, что попадется в когтистые лапы. Огромные уши могут независимо друг от друга поворачиваться на угол до 180 градусов, и даже малейший шорох не проскользнет мимо бдительного охотника. Как и все кошачьи, сервал – настоящий мастер маскировки. Опираясь на мягкие подушечки лап, он планирует каждый шаг, ведь даже мыши обладают отменным слухом, и приблизиться к ним далеко не простая задача. Но главный козырь кота в решающей атаке. Орудуя своими ушами, хищник с точностью до сантиметра определяет положение добычи и, полагаясь на стройные, но мускулистые ноги, совершает невероятно длинный прыжок, не оставляя жертве шанса среагировать. При этом в воздухе он контролирует положение передних лап, чтобы наверняка обездвижить жертву. Зачастую именно грызуны составляют основную диету хищника, но бывают исключения. При этом с более серьезной целью подобная тактика может дать сбой, ведь здесь при обилии хищников потенциальная добыча полагается даже на помощь пернатых, которые вовремя замечают опасность и поднимают тревогу. Сервалы известны способностью к охоте даже на змей, в том числе ядовитых. И с последними хищнику стоит быть особенно внимательным, ведь в этой ситуации нет права на ошибку. Этот молодой кот еще слишком мало знает о противнике, поэтому он с особой тщательностью уворачивается от укусов. Выбрав подходящий момент, сервал совершает контратаку. Но его удары недостаточно сильны, чтобы расправиться с добычей, поэтому он повторяет процесс снова и снова, пока наконец рептилия не потеряет свою подвижность. Однако молодой охотник так и не решается довести дело до конца, хотя это была не ядовитая кротовая змея. Но на ее месте может быть даже гадюка, и опытный охотник ведет себя куда более уверенно. Следуя отточенной тактике, он изматывает опасную добычу, с ловкостью уклоняясь от выпадов. После чего наносит серию стремительных и сильных ударов, каждый из которых может сломать змее позвоночник. Как только рептилия устает, он тут же прокусывает ей череп и спешно уносит в безопасное место. Обычно подобная добыча по зубам лишь матерым хищникам. Новичкам же, чтобы выжить, приходится обращать внимание даже на ядовитых насекомых. Хотя если брать в расчет грызунов, сервал считается одним из самых успешных охотников среди кошачьих, ведь половина его атак непременно заканчивается удачей. Иногда даже зайцы попадают в цепкие лапы, и такой добычи коту скромных размеров хватит на несколько дней.
Недоеденный трофей тщательно маскируется, но запах от него спрятать не выйдет. Поэтому такая мера слабо поможет против обладающих отличным чутьем голодных скитальцев. Куда более сложной мишенью становятся птицы. Скрытые в траве цесарки перемещаются очень ловко, и застать их врасплох чрезвычайно сложно. Даже такой мастер маскировки замечается раньше времени. Однако под тяжестью тела взлет цесаркам дается нелегко, и у хищника есть доли секунды, чтобы направить свой знаменитый прыжок в нужное русло. Небольшое промедление, и вся атака сводится на нет. Но когда птиц несколько, у охотника появляется шанс. Трехметровый прыжок в высоту, и длинные лапы все же добираются до взлетающей цели. Когда во владениях сервала появляются черные аисты, они сразу привлекают внимание охотника. Эти птицы с размахом крыльев в 1,5 метра вряд ли будут спокойно ждать нападения. При опасности они спешно поднимаются в воздух, и даже невероятно высокие прыжки не помогают ухватить этих пернатых. Лишь самые терпеливые, скрытные и быстрые получают шанс на победу. В жаркой саванне развитые рефлексы нужны не только для охоты, но и для спасения от более опасных животных, коих здесь более чем достаточно. Порой даже отдых в укромном месте прерывается случайным прохожим. И, возможно, это к лучшему, ведь гепарды любят проверять укромные места, а с учетом молниеносной скорости такая цель, как сервал, может стать для них легкой мишенью. В голодные времена даже такие крошечные создания, как термиты, становятся ценной закуской. Охотнику приходится оттачивать свое мастерство на стрекозах, которых едва хватает, чтобы восполнить затраченную на их ловлю энергию. И выслеживать ящериц, которые хоть и кажутся легкой добычей, на практике проявляют завидное проворство. Даже чрезмерная настойчивость не приносит желаемого, ведь рептилия исполняет действенный трюк с отбрасыванием хвоста, оставляя охотника в недоумении. Несмотря на конкурентов и врагов, сервалы лучше многих приспособились к жизни в саваннах Африки. Конечно, не обходится и без пагубного влияния человека, но в целом эти животные пока еще обитают на большей части своего исторического ареала. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!